Лютая автономность, беспроводная зарядка бокса, тренировка касаний, прочтение уведомлений вслух. Громкость менять умеют, можно даже Spotify по касанию вызывать. Запас громкости такой, что ощущение, будто колонку к уху привязали. Форм-фактор говорит о том, что денег у вас точно не меньше, чем у ебломанов. Несколько расцветок, активный шумодав, относительно удобный кейс, и по шкале уникальности они получают 10 из 10. Новый форм-фактор. Ни вкладыши, ни затычки, ни накладные, и гибридами их не назвать. Но покупать их стоит только в двух случаях. В первом случае, когда Samsung продает вам эти наушники за 1 рубль вместе с телефоном, а второй случай я оглашу в конце ролика. И однозначно назову те наушники, которые, по моему мнению, лучше и дешевле. Tube660, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры, без мата и ужимок. Подписывайтесь лайком и участвуйте в розыгрышах. Выиграть можно 5 Mi Band 5 серии раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому из роликов, а также я разыгрываю еще около 20 девайсов в этом месяце. Остальные условия розыгрышей в описании к видео. Ссылка на мой канал для скидок и промокодов на Алиэкспрессе в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. А сегодня я расскажу вам о наушниках, которыми я мучил себя больше месяца. Они неплохие, но когнитивный диссонанс от их стоимости в соотношении со звуком, который они выдают, меня просто убивает. Можно, конечно, запихать их в ухо перпендикулярно, как некоторые каналы советуют, помочь им молоточком, чтобы в слуховой канал они лучше попали, но это же не мой подход. За месяц я к ним привык. Плюшек у ушей море, недостатки, как всегда, в конце, и их тоже немало. Пакинг, минимализм воплоти, мне зашел. Нет нужды таскать с собой огромные боксы. Комплект скромен и прост. Инструкция на русском языке, кабель для зарядки Type-C и одна пара дополнительных фиксаторов. Не фонтан, конечно, за их цену, но Samsung уже почти яблоко. Правда, из-под полы они в 2 раза дешевле свои флагманы продают, что не делает Apple. Но не будем о грустном. На что вы сразу обратите внимание, пластик у бокса и ушей не топовый. В анкерах и наушниках от Яблока на порядок лучше, как тактильно, так и внешне. Руководство на русском языке, лень будет читать, можете сразу скачивать программу. В ней все интуитивно понятно. Встала программа везде, и на OnePlus 7T Pro, и на Huawei P40 Pro, и на Pixel 4. Устанавливайте Galaxy Wearable, после чего подключаете наушники, и все, можете в ней колдовать. Полезная это настройка эквалайзера, только один из 6 пресетов, самого эквалайзера здесь нет. Их в принципе хватает. Прочтение уведомлений вслух, поиск наушников, обновление прошивки, настройка сенсорного управления, 4 подвида касаний, последние можно настраивать, всего их довольно много. Вот в этом Samsung молодцы. Есть функция быстрого подключения ко всем девайсам, в которых вы вошли в Samsung аккаунт, даже если вы не сопряжены с ушами на вашем устройстве. Штука полезная, но опасна для безопасности ваших данных. И, конечно, активация активного шумоподавления, при том, что если уши не надеты, она будет отказываться активироваться. Все продумано так хорошо, что даже слегка не по себе, но сенсоры нахождения наушников в ушах глючат так бодро, что о них можно не говорить. И хотя здесь и не особо нужен режим прозрачности, при проигрывании музыки на высокой громкости было бы разумно им пользоваться, только его здесь нет. На максимальной громкости, даже без шумодава, в них не слышно ничего вокруг, но окружающим слышно все, что играет у вас просто супер, даже, наверное, не хуже, чем вам. Самая высокая громкость для окружающих из того, что я встречал, а я напоминаю, что тестировал больше 300 пар наушников ТВС и примерно на 160 пар делал обзоры. А еще важно, на iOS-системах программы нет. Плюсом в программе еще идет функция снижения давления при активированном шумодаве, но учитывая, что вряд ли им вы будете пользоваться, это не особо и важно. По боксу. Крышка гуляет при шатании дико. Вылетают ушки из бокса легко. Размер бокса 50 мм на 50 на 28 мм. Вес у бокса минимальный. В руке держать приятно и удобно. Карман оттопыривает, но носить можно. Заряд бокса можно узнать как по диоду индикации, так и в программе. Плюс еще в анимации, если у вас она есть, допустим, если у вас телефон Samsung. 2 раза наушники бокс перезаряжает полностью, на 3-й раз хватает его на процентов 30. Саморазряда бокса я не наблюдал, как у тех же Honor. Пластик кейса однозначно не на стоимость девайса. Бокс можно перезаряжать кабелем Type-C и беспроводной зарядкой. По беспроводной зарядке заряжать безумно долго, около 5% за 10 минут только заряжается. Для анимации подключения нужно скачать SmartThings, и работает она
Как я понимаю, только на самсунгах. У меня на других андроидах завести ее не получилось. У бокса два индикатора внутри и снаружи. Сопрягать наушники можно без использования бокса, что удобно. Высокая ремонтопригодность у самих наушников и бокса. В принципе, через годик-полтора можно самому заменить там батарейки. Наушники открытого типа. Внутри 3 кодека: Samsung Scalable кодек, их личный SBC и AAC. Bluetooth версии 5.0 через одну стену ловит, отвалов и фризов даже в людных местах за месяц использования у меня практически не было. Внутри этих наушников 12-миллиметровые динамики. Пассивной шумоизоляции нет, с окружающим шумом звук не меняется. Дома звук будет другой. Шумодав после последних обновлений стал немного лучше, но все еще печален. Процентов 10, наверное, шумов обрезает, но не больше. Единственный способ ничего не слышать вокруг — просто выкрутить громкость на процентов 90, что очень даже напрягает. Шумодав чистой воды реклама, еще раз это повторяю, даже у Huawei FreeBuds 3 он и то лучше, а там он вообще практически никакой. Автономность 5 часов на максимальной громкости с активным шумодавом, который бесполезен, и 7 часов без активированного шумодава. На 100% громкости, притом это даже очень сильно круто. По одному наушники, конечно же, работают. Внешний вид сейчас вывожу отдельно, обычно про него не рассказываю, но здесь прямо никак без него. Наушники из ушей не торчат, что круто. А вот блестючесть и глянец просто печаль. Сделали бы матовыми, цены бы им не было по внешнему виду. Плюс очень неудобно их вытаскивать из бокса и уха. Если уши по размеру, из ушей при занятиях спортом они не вылетают. Защита от влаги IPX2, считайте, ее нет. Задержка минимальна как с айфоном, так и с андроидом. Можно смотреть YouTube и играть в PUBG с удовольствием. Вот вам пример задержки. Микрофоны. Дома как из бочки. Система костной проводимости в микрофонах, которая идет дополнением к основным, по мне вообще не работает. Можно долго рассказывать про 3 микрофона внутри, которые работают здесь значительно хуже, чем в некоторых наушниках один микрофон. Вот вам пример их работы. Тест беспроводных наушников Samsung Buds Live в помещении. В помещении довольно плохая акустика. Специально здесь тестирую дорогие наушники. Насколько хорошо меня слышно, вам решать. Беспроводных наушников Samsung Buds Live рядом с дорогой. Ветер не сильный, идет легкий снег. Мимо меня проезжают довольно редко не особо громкие машины на расстоянии метров 6. Вот сейчас абсолютная тишина, практически безветрие. И вот таким образом вас будут слышать собеседники, если вы будете на месте разговаривать на улице. А сейчас мимо меня будет проезжать машина. Таким образом вас будут слышать рядом с небольшим автомобилем. По мне, наушники в плане, конечно, точно не лучше. Я не знаю, что они там натворили с такими бедными микро, потому что у тех же Xiaomi Phil все микрофоны, несмотря на то, что они затычки, отрабатывают в разы лучше. Посмотрите обзоры на канале. В правом верхнем углу будет ссылка на одни из таких наушников. И стоят они в 3 раза дешевле. На улице по мне чистой воды боль. Даже Onyx Ace за 2000 рублей делают их по всем фронтам, по микрофону. Звук глубокий, насыщенный низ, отличный объем, запас громкости безумный на 80% за глаза. Если вы привыкли к качественным затычкам, вы будете опечалены дико. Если вы привыкли к хорошим вкладышам, меньше, но все равно расстроитесь. В 2 раза дешевле Vivo TVS как вкладыши или Anker Liberty R2 на 60% ниже по стоимости, на 2 головы выше по звуку, чем эти наушники. Можно было бы, имея на руках наушники с костной проводимостью, говорить, что звук здесь другой. Но он не другой, он просто хуже. Это не костной проводимости наушники. Придумали новый форм-фактор, теперь упорно убеждают, что король не голый, но он голый. Цена по ссылке в описании к видео от 12 до 14 тысяч рублей на эти наушники. Только помните, что основная масса их покупателей купила их за 1 рубль подарком к новому телефону. И большинство из них вы можете найти на Авито в 2 раза дешевле. И здесь вы
возникает проблема. Наушники уже подделывают, притом по серийнику проверить их нельзя. И подделки уже принимает программа. Так что если месяц назад можно было с легкостью купить оригинал за 7000 рублей в упаковке вместе с чеком, сейчас его можно покупать только рядом с сервисным центром, чтобы они вам их проверили. Резюмируя, смотрите мои топ-10 наушников на канале, почти все уши там дороже $30, лучшие по звуку и по остальным параметрам, таким как микрофон. Две ссылки на наушники лучше на голову и значительно дешевле я оставлю в описании к видео рядом с Samsung. И да, я слушал ушки с Samsung, с ним играют они практически так же, как с моим Huawei P40 Pro и OnePlus 7T Pro и Pixel 4. А вот с iPhone 11 Pro Max они играли хуже, значительно, чем с Samsung. И если вы получите эти ушки бесплатно и только такая форма вам подходит, что тоже бывает, я рад, что Samsung делал их не только для денег. Ведь не зря они АКГ купили, чтобы их лейбл штамповать на своих девайсах. Итого, влагозащиты практически нет. Анимация только на Samsung, сенсоры глючат, окружающие слышат все, что слышите вы, шумодав для вида, глянцевое покрытие ушей, которое бесит, много брака, много подделок, проблемы с другими топовыми телефонами, кроме Samsung, микрофоны ужас. Про звук можно спорить, но красная цена им $60, и только для фанатов. А лучшая характеристика того, как зашло это устройство массовому потребителю, оглянитесь вокруг в течение дня, много вы таких увидите, и загляните на Авито, посмотрите, сколько их продают. Объективная реальность и реальная объективность. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрышах, завтра обзор на колонку Anker или на зимние кроссовки. Выбирать вам, пишите в комментариях, что хотите увидеть именно вы. Не забывайте подписаться на телеграм-канал со скидками и моими именными промиками для распродаж на Алиэкспрессе. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.